Это называется поутру они проснулись. Смотрите, после вчерашних посиделок. Вчера заснули в час. Нет, кто в час, я где-то полвторого. Смотрите, как здесь вот просыпаться. Ночи я имею в виду полвторого. Теперь сегодня суббота. Тишина, не могу даже кофе себе приготовить. Все спят. Я проснулся полпятого. Уже сейчас около 6 утра. Народ там храпит в этом домике. Только так, смотрите, какие тучи. Не знаю, что сегодня будет за рыбалка. Ночью был дождик, я вижу. Сейчас еще тучи. Птицы эти орут. Пришел взять. Вода у меня в багажнику есть. Кофе приготовить. Но даже чайник не хочу включать, шуметь. Толпа спит, а я, 5 часов уже все новости пересчитал. Лежу себе, даже позвонить некому. Потому что все равно, как бы думаешь, в субботу, кому в 5 утра звонить. Похоже, сегодня тоже будет такая же фигня с рыбалкой. Это нам свезло, так свезло. Приехали, запланировали это за месяц назад. Никто не знал, что будет какая погода через месяц. Представляете, до вчерашнего дня, то есть до позавчерашнего, здесь было тепло и красиво. Вчера то, что я показывал, ветер офигенный. Сегодня тоже такой же самый ветер, только в 2 раза меньше по скорости ветра, по силе ветра. А все равно, говорят, чайки, сокал, а все равно будет. И не знаю, как на море, на океане, в смысле, будем ловить или где. Вон, утки плавают с утра. Тут еще нутрии живут. Я думаю, может мне вот в этом ручье кого-нибудь поймать, сейчас взять удочку, прийти сюда с поплавком, сесть, похерабунить. Я имею в виду этот херабуна, это удочка такая, это не ругательство. Так что тут воды, я вижу, вон чайки пешком ходят. Тут куча нутрий, говорят, он в тех дырках. Вчера выскочила одна тут прямо с-под ног. Земля в таком поселочке где-то, чтобы вот так вот построиться, это типа дачки. Здесь средняя цена сейчас $30 000. Это для... Но это закрытый поселок. И сколько там получается? 10 минут на машине от океана. Вот тут зах. И потом экспенса месяц где-то выходит 15 000 песо. Если вы дом имеете, вы в месяц еще должны платить 15 000 песо за обслуживание поселка. Это за охрану на въезде, за вот эту покошенную траву и все такое. То есть за то, что тут смотрят, это за поселок. Это такой, как бы, не знаю, как это перевести, экспенса, налог такой жилищный, за то, что за поселком смотрят. Так что, а нет, вот стройте, смотрите, 30 000 участок, где-то 600 метров квадратных. Вот, ну да, 20 на 30, где-то вот так вот участки получается. Вчера тут как раз приезжал тоже товарищ, который уже здесь строится. Вот он у меня хочет клюнуть, хочет мой телефон ухватить. И рассказывал про это. Ну, в принципе, смотрите. Это типа дачи. Тут не все живут все время, но некоторые живут. И говорят, больше и больше становится тех, кто живет в таких домиках. Мы вот в этом домике. Сейчас, когда все проснутся, сейчас кофе сделаю. Поедем попробуем что-нибудь порыбачить. Нет, еще завтра у нас день, а нет, уже в Буэнос-Айрес вернусь. Не всегда бывают прямо удачные рыбалки.
Сейчас попробуем рыбачить. Сегодня у нас суббота. Попробуем рыбачить вот здесь. Такое место. Тут вот заходит озеро, лагуна по-нашему. Это озеро пресноводное. Кстати, надо посмотреть, не зацепит ли та лодка мне сейчас за удочки. Это пресная вода. А оттуда заходит, это озеро соединяется с этим, с океаном. Значит, сюда заходит ленгвадо или камбала здоровая. И в основном на лодках вот здесь это камбалу ищут. И здоровые корвины заходят. Вот рыбаки тут мелко, а вот там глубина, вон видно по воде. И вот эти занимаются, к примеру, на лодках, ищут троллингом. Троллингуют, ездят, тягает он там тоже за собой пехерея, рыбу привязанную. Мы тоже пробовали закидывать и бросать, но ничего. И таким образом ловят на рыбу камбалу. Вот на лодках. Посмотреть, не зацепит мне за леску, бо у меня туда заброшена моя удочка. И еще здесь куча крабов, и эти крабы, на этих крабов корвина негра ловится. Но официально запрещено этих крабов брать. Они как бы здесь, можешь, даже если начнешь брать этих крабов, то могут и этот самый, одним словом, может и полиция поймать, и забрать, и оштрафовать, и все такое. Так что неофициально, конечно, люди берут крабика, привязывают и закидывают. Но так, как бы, без рекламки, без рекламки. Через этот мост заезжать запрещено. Я так зашел вам снять, но в принципе это военный объект. Наступает туда, не буду дальше рекламировать его, но это нельзя туда ходить, скажем так. Вот. Prohibido all'ingresso de personali vehículos ajenos. Неавторизированные не могут сюда заходить ни машины, ни люди. Ак, ну давай против ветра, как ты летаешь, покажи. Вот. Ходим под мост вот таким образом. Смотрите, или тут можно вот так вот, ну, кто не кувыркнется, то добежит. Или вот сюда. Вот закидывает, как я говорю, пехерея. А нет, это будет на варьяду. И Серхио сейчас будет кидать. Тоже на варьяду. С камароном. Бонисимо. Так, кто хочет ловить корвину негра. Корвина негра это здоровая корвина. Вот такая здоровенющая. Их ловят на вот таких крабов. Вон они сидят, эти крабы. Вот они. И надо выбирать, которая с таким пузом. Это типа это дамочка. Вон, видите, с розовым. Вот на нее клюет лучше. И на них закидывают. Корвина приходит сюда, потому что их тут полно. Вон, смотрите, сколько их тут бегает. Вот они. О. Вау! Mira, grande! Bastante grande! Ahí pescó una corvina. Oh, qué grande. ¿Y de carnada qué usaste para esta corvina? Ah, y bagre también. Anchoa y langostino. Ah, esta. Ah, mira vos. Anchoa y langostino. Lindo. Primero pez que pescamos en nuestra salida de pesca. Pescamos un gran pez, ¿sabes? Mira. Mira, mira, casi no podemos levantar esto. Otro éxito, éxito, éxito. ¿Qué agarró el chorizo? Lo buscó, mira qué sapo, padre, sapo. Mira qué sapo, sapo, mira, acá está Sergio, que se come todos. ¿Con qué lo cargaste, Leo? Con dientudo. Con todo, papá, mirá. Mira qué sapito. Un cacho bagre, Tráelo para acá, a ver si lo puedo levantar. Sí, pues. Mira qué sapo viene. Oh, Mira ese. mirá qué cirulo. Ah, no, a ver, levanta un poco más. ¡Wow! Sí, vale, ¡Qué papá. grande! Pesqué, jané a todos. Ah, tenía que venir hasta Mar Chiquita para pescar esta padre.
Pobre баре, pobre тип. Решил посидеть прямо в поселке. Поймал тут гентудо, зубастиков несколько штук. И яму нашел. Вот здесь яма между деревьями где-то 2 метра 20. И правда в ней редко-редко что-то клюет. Но что-то было. Одного поймал сомика. И один только что удрал у меня здесь. Отцепился по дороге. Я так и не понял, что это было. То ли карп, сазанчик какой-нибудь, то ли сомик тоже. Потому что по дороге отцепилась, но удочку хорошо загибало. Так что сижу, таращусь на поплавочек еще. Ну, часик посижу и через часик пойду шашлыки делать. Сегодня по плану у меня кормить их шашлыками. Аргентинских друзей. Будем испытывать шашлык. Посмотрим, что получится с этого дела. Ну, еще попробую. Так, что там? Тут зайцы бегают по полной программе. Утром по этим траве гоняют зайцы. Pescamos esto. Mira. Está al frente. Oh. Se saludó al suscriptores del canal y se fue. Вчера вечером какая-то косуля ходила. Там он в той дырке живет семья этих самых выдр. Они периодически вылазят, залазят. Он в этой дырке, они там жуют. Их там, если присмотреться хорошо, то видно прямо в этой маленькой под деревом. Они там вон шевелятся. Торчат эти выдры. То есть здесь этой живности полно. Утки какие-то постоянно плавают. Птицы, смотрите, какие ходят. То есть тут хороший поселок дачный. Это такой типа дачного поселка. Мало кто здесь живет, но процентов 30 живут. Остальные просто приезжают на выходной день. Ну, рассказывали местные. Он охраняется, все, для въезда надо документ. Ну, или быть, чтобы ты записан уже здесь был, тогда у тебя будет электронный пропуск, чтобы проехать через охрану. Прикольно. Ну так, живи себе, вот ручей рыбу лови, да и все. Ну, кто заметит, где сидит эта выдра или нутрия. Даже не знаю, что это обзывать, как ее правильно. Смотрите, она выплыла и перелезла. Он с этой дырки, дерево, куст, и вон она под деревом сидит, он. Смотрит, он. Вот одна уже вышла порыбачить. Другая еще в дырке осталась сидеть. Вон. Выбегла погреться. Вечер наступает, вот они и высовываются. Интересно, она случайно мне не хочет клюнуть, нырнуть и клюнуть на удочку, чтобы я ее поймал. О, поплыла. Видите, я шевельнулся, и она решила сделать ходу вдоль берега. И опс, к соседке поплыл. Блин, там у него, видно, родственники или соседка живет. Вот пока одна дома, он к соседке чук. Ahí ya estamos cocinando brochette. Hay que cuidar estos pedazos negros por la parrilla que nunca limpiaron. No es nuestra culpa. Nosotros cuidamos brochette, así está. Ahora con gran cocinero. Este que nosotros preparamos. ¿Qué es esto, amigo? Brochette. Brochette con yogur. Bueno, tema de parrilla, pero además todo perfecto está. Ibas a comer así. Vamos, Lioli. Mamá.